Друзья, всем привет! Скоро лето, продолжаем ковыряться на даче. И, как и обещал, сегодня наша история будет про классный маленький деревянный домик, который мы построили нашей дочке в подарок на день рождения. Поехали! Итак, стал вопрос. Дочке исполняется 8 лет, и что же подарить ребенку, у которого в принципе все есть? Есть все гаджеты, есть велосипед, самокат, ролики, а какой-то хлам покупать тоже не хотелось. Поэтому перешла идея построить дочке домик, ведь она очень его хотела и даже просила, чтобы у нее был такой домик. Немного поразмыслив с женой, мы решили, а давай попробуем, и за неделю воплотили эту тему в реальность. Итак, в начале двора у нас есть неиспользуемое место, но самое главное, что в этом месте когда-то стоял маленький сарайчик, который есть в плане участка. Значит, здесь должно стоять здание. Домик им и будет. Есть такая классная программка, называется SketchUp. Я ей до этого никогда не пользовался, но освоить ее достаточно просто. По разным тоже видосам с YouTube и по пару статей через Google я освоил ее буквально за 1,5 часа. И за 4 часа я слепил в ней проект будущего домика. Итак, что он из себя будет представлять? Изначально мы будем делать основание. Основание у нас будет из бруса 50 на 150. В дальнейшем мы будем делать на него пол. Это будет половая доска. В дальнейшем мы будем строить на ней каркас. Все это дело будет происходить по каркасной технологии. Сначала мы будем строить заднюю стенку, потом мы будем строить боковой каркас, передний каркас. В дальнейшем мы будем на него делать каркас крыши, делать обрешетку и уже все это в дальнейшем начинать зашивать вагонкой и так далее. Программка очень прикольная, и в ней очень легко делать все эти дела. При этом в дальнейшем, когда я строил домик, я очень активно бегал к компьютеру, потому что здесь уже каждая дощечка, каждая доска, каждый брус полностью промерен. И было очень удобно выбрать нужный элемент, допустим, передний каркас домика, и напилить отдельные детали, а в дальнейшем уже их скреплять между собой, тем самым избегая лишних ненужных ошибок, перерезаний и так далее. Поэтому советую, учитесь пользоваться такой штукой, это очень сильно облегчает нам жизнь. Было закуплено дерево. Дерева было закуплено достаточно много, на 550 белорусских рублей. Здесь у нас брусы 50 на 150, 50 на 100, доска для пола, доска 100 на 25 на 4 метра длиной и вагонка, много вагонки. Из брусьев мы будем собирать каркас, из обычной доски стропилку и обшивать вагонкой. В начале работы мы, конечно же, размечаем углы. Домик мы будем делать с основанием 2 на 2,5 метра. Втыкаем шампуры, они у нас идут как опорные точки, вымеряем диагонали, отмеряемся, и здесь мы будем все строить. Итак, начинаем с фундамента. Домик у нас будет стоять на 3 больших газоблоках и остатках плитки. Он будет не супер тяжелый, поэтому такого фундамента для него будет достаточно. Ленту лить не стали. Хочу обратить внимание, здесь идет небольшой уклон, поэтому в начале идет одна плитка, а в конце 25 сантиметров уже высоты газоблока. Натягиваем веревочку, все выставляем по уровню, подкапываем, убираем траву, убираем плодородный грунт, подсыпаем песок, все трамбуем, ставим, выравниваем, и в дальнейшем на этом и будет строительство. В сарае я нашел немножко остатков рубероида, который распустил на вот такие вот полоски шириной в 10 сантиметров, и на них мы будем ставить наш брусья 50 на 150. Из них мы будем делать основание для домика. Дальше мы строим основание.
Основание у нас получается размером 2 на 2,5 метра. Сам домик в дальнейшем будет 2,5 на 1,40 м, но он будет с небольшой верандочкой. Это будет смотреться прикольней. Каждую деталь изначально крепим на уголки, а потом с торца прокручиваем 160-м саморезом по 2 штуки. Основание вышло каменное. При этом мы его крепим на анкера и в газоблок, и в оставшуюся плитку, тем самым, чтобы оно не двигалось по фундаменту. Все стоит очень хорошо, никуда не денется. Следующим этапом мы берем вот такую вот пропитку. Это биосостав Экодом для пропитки дерева от гнили, от плесени и от жуков. Им обильненько будем пропитывать наше основание. Все, что нам потребуется из инструмента, разложил перед собой на лавку и сидел любовался. Теперь у меня есть много всего, а раньше не было ничего. И электропила, и болгарка, и перфоратор, и шуруповерт на аккумуляторах, и краскопульт, и вот новая игрушка, циркулярная пила. Купил, кстати, в Гипере по акции за копейки, за 170 белорусских рублей. Это все самые бюджетные дешевые модельки, однако уже работают 3-й год. Хорошо, когда все есть под рукой. Взял все, что нужно, сделал и не паришься. Очень удобно. В дальнейшем нужно еще приобрести себе электролобзик. Начну выпиливать всякие интересные штуки. Итак, вернемся к основанию. Заливаем в краскопульт нашу пропитку и обильно пропитываем все основание. Нужно это, чтобы в дальнейшем оно просто не сгнило, потому что и влага от земли идет, и снег будет рядом зимой лежать. Дальше переходим к полу. На пол мы кладем половую доску 27 мм толщиной. Она калиброванная, с пазами, ровно 4 метра, а у нас основание 2, значит режем пополам. И аккуратненько все это паз в паз вставляя, крепим опять же к основанию на саморезы. Получается идеально ровная площадка 2 на 2,5 метра. На ней в дальнейшем мы будем строить каркас. Сам домик мы строим по каркасной технологии, тренируемся перед банькой, в дальнейшем, может, построим баню. Дальше нарезаем брус 50 на 100 на детали, которые мы заранее отмерили, заготовили для каркаса. Из них мы будем собирать каркасики. Брус мы, конечно же, покупали не строганный, потому что строганный стоит бешеных денег, в 3, а то и в 4 раза дороже, чем обычный сырой. Поэтому все зашлифовываем болгаркой до гладкого состояния, иначе потом из домика будут вылазить дети все в занозах. Само основание, как я напомню, идеально ровное, и его очень круто использовать как стапель. Это очень удобно. Прямо на нем мы начинаем собирать отдельные детали каркаса. Вот, к примеру, каркас задней стенки. Он 2,5 метра и 1,80 м в высоту. Сам домик будет 1,80 м, и в дальнейшем еще примерно на 60 сантиметров от него будет подниматься крыша. То есть сама высота будет в районе 2,5 метров. Все точно так же собираем на уголки и в дальнейшем засверливаем на 160-е саморезы с торца. Задняя стенка получилась достаточно массивная. Именно поэтому, чтобы она не двигалась в горизонтальном направлении и в дальнейшем не расшаталась, хоть там и огромные саморезы, я еще сюда примудрил вот такие вот уголки. После этого все каменно. Следующим этапом мы собираем две абсолютно одинаковые боковые стенки. И левую, и правую. Каждая будет с окошком. Всего у нас будет 4 окна. Слева-справа и 2 в передней стенке, там где будет дверной проем. А вот и передняя стенка. Как видите, в ней 2 окошка, как я уже сказал, слева и справа, и дверной проем. Точно так же на уголках, и каждая деталь засверлена на 160-е саморезы с торца. Следующим этапом идет стропильная система для крыши.
такие вещи гораздо удобнее собирать, опять же, на земле, на ровной поверхности. Собираем два одинаковых треугольника для левого и правого фронтона. И отдельной деталью по такому же шаблону собираем центральный пролет, но уже без Т-образной балки, а с двумя горизонтальными. В дальнейшем на них в доме можно подвесить какое-нибудь висящее кресло, либо качельки. Тоже будет тема. Ну а после того, как мы собрали каждую деталь на земле отдельно, стаскиваем их вместе по очереди и скручиваем на 140-е саморезы и уголки. Каркас получается каменный, ничего не шатается. Думали, строим домик, а по факту получается дом. Взрослый человек в нем стоит в полный рост, куча места, можно даже вытянуть руки вверх и еще не дотянуться до крыши. Детям будет очень много места. Рядом с нашим участком когда-то росла огромная липа. В прошлом году ее спилили, оставив часть ствола. И на нее стали периодически прилетать аисты. Возможно, скоро здесь будет гнездо, будет красота. Итак, возвращаемся к домику. Каркас уже собран, все собрано. И начинаем постепенно зашивать его вагонкой. Аккуратненько напиливаем вагонку, первую доску ставим по уровню, ну а дальше догоняем в высоту, снизу вверх. После точно так же зашиваем сначала боковые стенки, а в дальнейшем и переднюю. Сразу зашиваем вместе с фронтоном, все отпиливаем и переходим к стропильной системе. Решетку на крышу мы делаем из доски 100 на 25. Она у нас выходит на 60 сантиметров вперед домика, тем самым будет небольшой такой навес над террасой, и уходит назад на 20 сантиметров. Нужно это для того, чтобы вода во время косого дождя не падала напрямую на стену. Также мы выходим на 30 сантиметров влево и на 30 сантиметров справа. Дальше затягиваем на крышу профлист для забора. Просто купленных 4 листа в гипере 0,4 мм толщиной и 1,80 м в высоту. Все это изначально рассчитывалось, поэтому никакой обрези и отхода здесь нет. И, конечно же, покраска, так как домик для маленькой принцессы, он должен быть розовым, поэтому красим домик в розовый цвет. Причем цвет подобрали очень классный, заколеровали, и краска очень была хорошая. Пока домик подсыхал, накрасили его в 2 слоя, заранее заготавливаем декоративные элементы из деревянного уголка 5 на 5 и деревянных наличников, которые мы напилили, из них будет обрамление окон. Краску использовали Condor Nordweiss, изначально белого цвета. Это краска для окон и дверей. Ну а в розовый ее, конечно же, заколеровали прямо в магазине. Причем краску рекомендую, легла просто отлично. Заготавливаем перила. Конечно же, у нас здесь будет небольшая терраса с перилами. И в дальнейшем тоже покрасим их в белый цвет. Будет очень прикольно. Собираем всю декоративку по кругу. В дальнейшем еще и центральная доска закрасится в белый цвет. Красим в белый наши перила. Ждем, пока все это высохнет. И собираем в кучу. И вот что у нас получается на выходе. Домик с основанием 2 на 2,5 метра. Сам домик 2,5 на 1,40 м, 2,5 метра в высоту. Красивого розового цвета. С белыми декоративными элементами. Мечта каждой девчонки. Думаю, нашей дочке понравится. И вот самый ответственный момент, а именно вручение подарка. Домик мы делали в течение недели, и за эту неделю дочка ни разу не была на даче. Она была то по гостям, то на тренировках, то еще где-нибудь. А мы втайне от нее все это дело лепили.
Она не знала, что она получит на день рождения. И вот мы приехали с праздника детского уже на дачу. И вуаля, ради этого момента все и строилось. Теперь в этом домике у нас играет вся деревня. У дочки в деревне куча подружек, все приходят, набиваются в этот домик и играются в нем. Посудка, мебель и так далее. Короче, для девчонки это серьезно очень классное развлечение. Поэтому мы очень рады, что решили сделать такой подарок, и в принципе нам удалось его построить. Что касается стоимости, то эта забава обошлась нам примерно в 1200 белорусских рублей. На сегодняшний день это примерно $420 или 33 тысячи российских рублей. Ну, а теперь можно и отметить праздник. А кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!